Друзья, это базовый курс по матрице судьбы. Вы на канале Обнимаю Таня, и это уже 11-й урок. Хотя их планировалось 10, но мне захотелось добавить для вас еще кое-что. Здесь сегодня мы разберем порядок прочтения энергии в зонах, то есть в каком порядке произносить циферки более корректно. И исходя из этого порядка мы с вами разберем один кармический хвост. Я поделюсь с вами своим видением прочтения данной зоны и познакомлю вас с так называемой матрицей балансов. И начнем мы с прочтения зон в матрице судьбы. Зоны в октограмме мы разбирали в 6-м уроке. Что такое зона в матрице? Чаще всего это 3 рядом стоящие энергии, которые образуют какой-то собственный смысл. Но как же читать эти 3 энергии? Не по значению, а просто по порядку, как читать эти энергии. И у многих мастеров имеются разногласия на этот счет, а мы с вами попробуем в этом разобраться. Итак, посмотрите на картинку, на октограмму матрицы. Я выделила зону кармического хвоста. Многие, кто работают с матрицей судьбы, читают данную зону прямо по порядку, как пишется сверху вниз. 6, 5, 17. Зачастую можно слышать такое прочтение. Если вы не работаете с матрицей, а просто недавно о ней узнали и изучаете себя, и если вы кому-то скажете, что ваш кармический хвост 6, 5, 17, конечно, вас поймут, в каком бы порядке вы это ни называли. Однако я хочу поделиться с вами тем, как это звучало бы более корректно, и объясню почему. Смотрите, когда мы начинаем строить матрицу судьбы, то есть рассчитывать, первые точки, которые у нас появляются, это все уголки по личному квадрату. То есть слева направо это наш день рождения, месяц рождения и год рождения. И затем мы находим еще 2 точки. Это так называемые базовые точки в октограмме. Это еще одна точка кармического хвоста и центр матрицы, собственно, 2 недостающие энергии от даты рождения. Так вот, если исходить из этого, то смотрим на кармический хвост. Первая энергия, которая в нем проявляется, это 17, то есть самая крупная точка в кармическом хвосте, самая нижняя точка. Далее мы находим промежуточные точки. Каким образом? Мы все между собой складываем, находя какую-то среднюю точку. Соответственно, здесь 17 плюс центральная энергия, и мы найдем промежуточную точку между центром и 17. 17 плюс 7 получается 24, 24 это 6, потому что больше, чем 22 по старшим арканам Таро. Соответственно, шестерку мы записываем в верхнюю точку кармического хвоста. И последняя циферка, которую мы находим в данной зоне, это 17 плюс 6, получается 23, 23 больше, чем 22, соответственно, это 5. И вот наша третья циферка. Откуда она взялась, третья циферка? От сложения 2 рядом стоящих точек, 2 крайних точек от этой пятерочки. И она возникла последней. Соответственно, если мы будем смотреть на эту зону хотя бы в порядке появления в ней цифр по ходу расчета, то у нас получается следующий порядок. 17, 6, 5. Из 17 и 6 появляется пятерка. То есть из свойств 17 энергии, то есть звезды Таро, и плюс свойств шестерки, влюбленных в Таро, получается некий итог, равный пятерке, жрецу в Таро. То есть здесь есть последовательность, что из чего вытекает, причинно-следственные связи, если хотите. Поэтому порядок имеет значение. Мы с вами разобрались с вычислительным порядком, а теперь давайте разберемся со смысловым наполнением именно такого прочтения. И здесь я познакомлю вас с матрицей балансов. Посмотрите, пожалуйста, на картиночку, а именно нижнюю, где написано «стандартный калькулятор». То есть это некий такой стандартный шаблон октограммы матрицы, который вы привыкли видеть в разных калькуляторах, в частности, как вы привыкли ее составлять. А сверху октограмма немножечко иначе выглядит, у нее другой порядок чакр, и это как бы измененный шаблон, это моя версия матрицы судьбы. Я ее немножечко видоизменила, а именно, как вы видите, октограмму и карту здоровья. Я образно назвала свои изменения матрицей балансов. Октограмма в данном случае выглядит сбалансированной, без так называемых лишних точек. То есть здесь с каждой стороны вы видите по 3 точки и в центре одна центральная энергия.
Здесь визуально все так гармоничненько, сбалансировано, что соответствует законам мироздания, а именно закону гармонии и баланса. Но помимо закона мироздания есть еще одна причина названию матрица балансов. Вновь обратите внимание на октограмму матрицы, на сбалансированную октограмму. И средняя энергия здесь – это результат складывания соседних точек, то есть слева точка даты рождения. 7 плюс 17 равно 24, что равно шестерке. Высшая суть, например, сверху. 10 плюс 20 равно 30, что равно тройке. Справа материальная карма. 6 плюс 16 равно 22. Кармический хвост 5 плюс 15 равно 20. И это как фракталы, где одно вытекает из другого и создает новое себе подобное. То есть с таким же успехом мы можем, смотрите на точку даты рождения, где 7, 17 и 6, с таким же успехом мы можем сложить 7 и 6 и получить между ними еще одну точку. И это будет еще один фрактал, да, и по всем зонам также. И с таким же успехом мы можем сложить 6 и 17 в этой же зоне и получить еще одну среднюю точку, и так опять же по всем зонам. То есть такое некое углубление, детализация, и это подобно фракталам. Но в данном случае мы не будем ничего усложнять и посмотрим просто вот на такое положение дел. В каждой зоне у нас есть по 3 точки, по 3 числа. И когда мы берем крайние точки, как 7 и 17, мы их как бы смешиваем между собой математически путем сложения, складывания и получаем еще одно число, которое является таким средним между вот этими двумя числами, и как бы оно их балансирует. Давайте разберемся более подробно, о чем я говорю, на примере кармического хвоста. Кармический хвост, как мы уже знаем, читается он 5, 15, 20. Потому что одно вытекает из другого не только путем подсчета, но еще и по смыслу. И сейчас мы в этом разберемся. Возможно, вы слышали, что у кармических хвостов есть названия. Так вот, эти названия придумала не автор метода, то есть не Наталья Ладини их придумала. Это было уже создано кем-то. И если говорить о том, как к этому относится автор метода, то она считает это неправильным, что у кармических хвостов есть название. И если смотреть на это как на способ быстро вспомнить, что значит вот этот вот комбо-набор из 3 энергий, это кажется удобным. Да, можно быстренько вспомнить по названию, о чем здесь речь. Однако проговаривать данное название людям или там клиентам, допустим, с которыми вы работаете, не рекомендуется. Есть, например, такие названия, как причинение вреда миру, или одинокая женщина, или разочарование рода. Все это звучит очень опасненько, не стоит такое говорить людям. Вы же не знаете, как поведет себя человек, который это услышит. Давайте разберемся на примере вот этого кармического хвоста. 5, 15, 20. Традиционное его название – бунтарь. Многими принято трактовать кармический хвост через реинкарнацию, то есть через прошлые жизни. Что же там человек делал когда-то, чего невозможно проверить практически. И отсюда следует трактовка. В прошлых жизнях человек шел против своего рода, против своей семьи, не желал соблюдать какие-то традиции, принятые нормы и бунтовал, в связи с чем либо родственники от него отказались, либо он сам как-то ушел из семьи, то есть прекратил общение, порвал все связи и, в общем-то, пошел против своих. И это явно не сделало человека счастливым. И опять же, чувствуете, что трактовка такая достаточно неоднозначная. У многих людей в этой жизни вот такой кармический хвост. Неужели у всех этих людей было все одно и то же? Конечно же нет. С точки зрения науки проверить это скорее невозможно, потому что люди науки скажут вам, какие вообще прошлые жизни, о чем ты говоришь. Однако, если посмотреть на это немножко иначе, то так или иначе можно посмотреть, что там происходило у вас в прошлых жизнях, и на это есть регрессивная терапия. Когда специалист, регрессолог, вводит вас в некое трансовое состояние, в котором из подсознания у вас всплывает все, что с вами происходило. Как в этой жизни, так и в прошлых жизнях. Наше подсознание, наша душа помнит все. Поэтому да, в какой-то степени можно вспомнить, что происходило у вас в прошлых жизнях.
Но вот такая трактовка для данного кармического хвоста – это как бы просто универсальное название для всех людей. Но вы же понимаете, что у всех все было по-разному. И сейчас у нас есть эта жизнь, это воплощение, в котором точно так же вот эти энергии на нас влияют, притом не очень хорошо. Это так называемая слепая зона человека, то есть это то, чего человек упорно в себе не замечает. И мы помним, что каждый человек уникален, жизни у всех разные. И вы зададите мне резонный вопрос, а как же тогда трактовать кармический хвост, если не потому, что написано в интернете, и не потому, как это проявлялось в прошлых воплощениях человека? Если коротко, то необходимо смотреть на эту жизнь человека, на то, как он себя проявляет в ней, и можно смотреть на это с точки зрения психологии. Давайте вернемся к матрице балансов. Вот кармический хвост 5, 15, 20. И также на самом деле любая другая зона в октограмме матрицы. Это две энергии, крайние, и найденный между ними баланс, гармония, то есть среднее число. Теперь давайте представим себе это не в цифрах, а в цветах. Смотрите, если смешать синий и желтый, получится зеленый. Если смешать красный и синий, получится фиолетовый. Соответственно, если смешать 5 и 15, получится 20. Если смешать 16 и 6, получится 22. И вот эти результаты 20 и 22 в данных примерах – это нечто гармонизирующее, сотворяющее баланс между двумя прочими числами. И в этом на самом деле и кроется индивидуальное трактование. Но не только кармического хвоста, а вообще любой зоны. Смотрите, как это работает. Мы с вами живем в дуальном мире. И, собственно, вместе с этим у нас появляется и выбор. Вместе с дуальностью и выбором у нас появляются и крайности. Если посмотреть по старшим арканам Таро, то даже в каждой карте заложена дуальность. И, следовательно, крайности соответственно. А это в рамках всего лишь одного аркана на каждой карте Таро. В данном случае, когда мы рассматриваем зоны, например, все тот же кармический хвост 5, 15, 20. И в данном случае крайностями здесь являются две, собственно, крайние точки – 5 и 15, а 20 – это их смешивание, то есть баланс, гармония, равновесие. И чтобы при таком подходе прочитать кармический хвост, человеку необходимо анализировать в себе значение вот этих двух энергий, этих двух крайностей – 5 и 15. Проще говоря, нужно сравнивать их свойства с противоположных точек зрения. А чтобы привести их в гармонию, к балансу, нам необходимо опираться во многом на значение среднего числа со знаком плюс, то есть плюсовой двадцатки в данном случае. Давайте прямо разберемся, как это проявляется. Итак, в двух этих числах, крайних числах, мы с вами ищем крайности, буквально. Берем сначала 5 плюс и 15 минус. Ключевые слова. Посмотрите, как это интересно устроено. 5 плюс – порядок, 15 минус – нарушение порядка. 5 плюс – закон, законность, 15 минус – незаконные действия. 5 плюс – вежливость, 15 минус – хамство. 5 плюс – семейственность, 15 минус – фривольность и измены в частности. 5 плюс – организованность, 15 минус – развязность и неорганизованность. 5 плюс – скромность, 15 минус – нескромность. 5 плюс – сдержанность, 15 минус – несдержанность. 5 плюс – принятие, 15 минус – непринятие. 5 плюс – это человек домашний, а 15 минус – это человек разгульный. 5 плюс – это человек, который умеет слышать свой внутренний голос. 15 минус – это человек, который не слышит свой внутренний голос и ведется на свои слабости. И буквально говоря, 5 плюс – это такой некий ангел, праведность, правильность, а 15 минус – это демон. Второе – это карта дьявол, то есть это искушение и соблазны. И вот вам, пожалуйста, две крайности. Если этого мало, давайте посмотрим по-другому. 5 минус и 15 плюс. 15 в плюсе – это человек харизматичный. 5 в минусе – это человек очень застенчивый. 15 плюс умеет контролировать сам себя.
5 минус нуждается в чьем-то контроле, а также может быть фанатичен. 15 плюс – это свободное самостоятельное мышление. 5 минус – это опора на догмы, правила и социальные нормы. 15 плюс – это сексуальность. 5 минус – это чрезмерная праведность и осуждение сексуальности. 15 плюс – это проницательность. 5 минус – это чрезмерная доверчивость. 15 плюс – это тонкое чутье на обман и истинные мотивы. И, соответственно, помощь другим в раскрытии глаз. 5 минус – это введение в заблуждение, пользуясь своим властным положением. 15 плюс не боится быть самим собой. Он просто такой, какой он есть, и он себя принимает. 5 в минусе стремится всем угодить, и близким, и обществом. Он стремится быть удобным. 15 в плюсе как бы дружит с материальным миром, то есть он спокойно умеет принимать деньги. 5 в минусе считает, что деньги за что-то определенное, например, за помощь или за духовность, брать неправильно. 15 в плюсе принимает свои и чужие теневые стороны, то есть всякие разные негативные моменты. А 5 в минусе критикует чужие теневые стороны и еще и поучает. А я напоминаю, что эти две крайности находятся в одном человеке, вы представляете? И чтобы себя гармонизировать, человеку нужно найти баланс. А баланс этот находится в позитивной двадцатке, то есть 20+. Что это такое? 20+ умеет быть разным, но в целом это человек нейтральный. Он умеет действовать по ситуации, то есть он умеет быть разным опять-таки. 20+ принимает решения с холодной головой, то есть он не фанатичен, и при этом он не ведется на что-то, вот он с холодной головой. Это светлый разум. 20+ в конфликтах не выбирает чью-то сторону, а стремится, наоборот, всех объединить. Даже если все вокруг поругались, 20 старается всех примирить. Ну и в принципе появление в обществе такого человека, оно уже как-то снижает вот этот градус напряжения. 20+ это человек, который знает, когда нужно что-то сказать и очень часто скомандовать, а когда промолчать. Он слышит свой внутренний голос, и он осознает свои скрытые мотивы, то есть он дружит со своим подсознанием. А следовательно, он понимает себя, он осознает свои привычки и неосознанные действия и, соответственно, контролирует себя. 20+ это человек, который умеет отказываться от всего, что его ограничивает или сковывает. Например, 15 в минусе – это человек очень часто зависимый от чего-то или от кого-то, и он не готов выбраться или просто не хочет выбраться из этого. 5 в минусе также может быть зависима от социального мнения, от каких-то догм, норм. 5 в минусе может быть слишком фанатична, то есть чувствуете вот эти крайности между 5 и 15, и все это гармонизирует 20-я энергия в плюсе, которая умеет отказываться от всего, что человека ограничивает или сковывает, и тогда в его жизнь приходит какое-то новое благо. Отказ от чего-то – это часто дело не очень легкое, не очень простое, но нужное, и тогда действительно в жизнь человека поменяется. Но нужно взять себя в руки, а человек с 20-й энергией в плюсе умеет себя брать в руки. Он умеет внутренне как бы сгруппироваться, собраться в каких-то условиях даже полной неопределенности. Соответственно, человеку с подобным кармическим хвостом выпутаться из различных вязких ситуаций в жизни можно именно через 20+. И тогда в его жизнь обязательно придет новое благо. Также 20+ умеет принимать свои темные стороны в первую очередь. Таким образом, человек эволюционирует, развивается, меняется, а следовательно меняется и его вся жизнь. Несмотря на то, что человек с 20-кой в плюсе открыт для всех, то есть он может смягчить, например, очень напряженную обстановку. То есть он открыт, он готов участвовать в этом, он готов как-то объединять людей, регулировать конфликты и так далее. Но при этом он еще и умеет контролировать свои личные границы, абстрагироваться и отдыхать от других людей. Он умеет это делать. То есть вот здесь я вам помог, я вас, образно говоря, помирил, а теперь все, дайте мне отдохнуть, я пошел восвояси.
и так далее, друзья. Повторюсь, что любая зона в матрице балансов – это три стоящие рядом энергии, у которых две крайние точки буквально как крайности. Они могут проявляться как крайности в рамках одного человека, и очень часто эти свойства максимально противоположные. Только представьте, насколько может быть тяжело внутренне человеку, у которого вот такие разные качества внутри. Его распирает в разные стороны, буквально крайности. А найти баланс между вот этими двумя такими разностями, такими крайностями можно при помощи той самой центральной энергии между этими циферками, то есть средней точкой, двадцаточкой в данном случае. Вот так тоже можно читать зоны, любые зоны, не только кармический хвост. Это вот такая моя версия прочтения, и я предлагаю вам проверить ее на себе по своим энергиям, по своим зонам в октограмме матрицы. И если зону в матрице балансов балансирует центральная энергия зоны, то есть как между 5 и 15 это двадцатка, то в рамках всей октограммы это вообще центральная энергия. То есть на данной картинке это десятка. Она регулирует все, она все балансирует. И в моей картине мира, если смотреть по чакрам, это чакра анахата. В эзотерике есть такое понятие мир духовный и мир материальный. И если приложить к этому чакры, то три нижние чакры Муладхара, Свадхистана, Манипура относятся к материальному проявленному миру, а три верхние чакры относятся к духовному миру. Это Вишудха, Аджна и Сахасрара. Анахата, средняя чакра, сердечная, находится между этими двумя мирами. Она их как бы смешивает в себе. Баланс всего находится у нас в сердце, в нашей душе. Так вот, повторюсь, в моей картине мира по чакрам центральная точка в октограмме матрицы – это анахата, четвертая чакра. Это не характер человека, а его натура, неизменные настройки души в этом воплощении. Характер в течение жизни у человека меняется. Это вам скажет любой психолог. А натура не меняется, она навсегда в рамках вот этого конкретного воплощения. Очень часто данную точку называют зоной комфорта. Так вот, зона комфорта живет у нас с вами в душе. Подумайте, что вы чувствуете или на чем вы внутри себя фокусируетесь, когда вам задают вопрос «Тебе комфортно?» Подумайте. Так вот, по стандарту эта точка в октограмме матрицы по чакрам обозначается манипурой, желтенькой. Но если мы с вами углубимся в значение чакр, то манипура, третья чакра, та, которая желтенькая, она на самом деле является отражением дискомфорта, который необходим человеку для налаживания его жизни. Что такое манипура? Это сила воли. Это одна из характеристик. Когда нам нужно проявить силу воли, когда нам нужно побороть, например, какие-то свои слабости, какие-то свои привычки. И где же здесь комфорт? А комфорт-то на самом деле это про другое. Комфорт находится у нас в душе. Именно поэтому и не только поэтому я считаю, что центральная точка отвечает за анахату. Итак, резюмируя данное видео, повторюсь, что порядок прочтения энергии в зонах имеет значение. Мы с вами вспоминаем, какие точки возникают первыми, когда мы только строим, рассчитываем матрицу, октограмму. Так вот, в данном случае корректное прочтение кармического хвоста 5, 15, 20. Центральная энергия в любой зоне, то есть двадцаточка в данном случае, балансирует, гармонизирует две крайности в человеке. Мы с вами подробненько разобрали этот пример. Трактование как кармического хвоста, так и любой другой зоны у нас становится индивидуальным для каждого человека, когда мы опираемся на свойства, в частности, крайности вот этих двух энергий. Здесь нужно себя диагностировать, как человек себя ощущает, как он себя часто проявляет. Ну и, соответственно, вспомните первую шаблонную трактовку про то, что человек пошел против своей семьи или ушел из семьи, с тем, как я разобрала это на примере, если мы с вами будем опираться на версию балансов. А о моих изменениях в матрице судьбы я сняла отдельное видео, возможно, оно уже появилось на канале, проверяйте. И также об этом я написала статью на Дзен.
А если вы хотите научиться понимать отдельные частички матрицы, которых 4, и в целом ее уметь читать комплексно, я приглашаю вас на обучение. Информация по ссылке под этим видео. Обнимаю, Таня.